Здравствуйте, мои дорогие подписчики! Добро пожаловать на наш канал! Не забудьте подписаться на наш канал, чтобы быть в курсе новых видео. Когда Баран выходит из кабинета и сердито кричит на Гэжу Хаджер, госпожа Хаджер ждет ее прибытия вместе с стариком в гостиной. Прежде чем Баран что-нибудь скажет, позвольте мне поговорить с ним и сказать, что я та женщина, которую вы ищете. Он говорит: я нанял этого человека, чтобы убить Хасана. Хасан попросил у меня денег, поэтому я согласился с этим человеком, но больше никогда этого человека не видел и не смог рассказать об этом в новостях. Потом, когда ты дал такие показания, я думал, что ты убил его, я просто пытался защитить Дилана и Мирана. Когда Баран говорит, что ваш браслет был найден на месте происшествия, Хасан говорит, что, очевидно, Хасан его украл, позволил бы я это сделать. Когда Баран поворачивается к старику и спрашивает, знал ли он, тот отвечает, что не знает. Когда Баран спрашивает, почему вы не сказали пану или старику, госпожа Хаджер со слезами на глазах говорит: я была напугана, ты был так зол, ты бы убил меня, если бы ты заполучил это. Баран говорит, что я не могу терпеть, чтобы ты молчал, пока все это происходит. Когда Джейда собирается выйти из своей комнаты, когда она видит Мирана у своей двери, она злится на него и снова злится. Он говорит, что Миран будет моим братом, я принес ему эту игрушку. Джейда, мало того, что ты была проблемой все эти годы, мой ребенок не твой брат, он выгнал тебя из своей двери, сказав: не подходи ко мне больше. И вдруг он чувствует боль в животе. Берфин сообщает Тугбе, что Акиф сказал, что не откажется от нее, и объясняет, что она изо всех сил старалась не говорить это вежливо. Когда Тугба говорит: я думаю, тебе следует пойти поговорить и кричать, что любишь меня, Берфин говорит: мы не можем быть счастливы, но я должен найти способ извиниться перед сестрой Айхан. Баран очень зол, каждый день твоя ложь выходит наружу, если бы все не было раскрыто, я бы сидел в тюрьме годами, чтобы со мной не сделали, но того, что ты сделал с Диланом и Мираном, достаточно, моей семьи достаточно, я не прощу того, что с ними сделали, семья и родство закончились, чтобы вы не имели, он их выгоняет из особняка, чтобы вы собрались и уехали. В этот момент Джейда Тарык взывает о помощи, и все смотрят в ее сторону. Когда Джейда корчится от боли и шепчет на ухо Гэжи Хаджер: это все из-за Чинара, госпожа Хаджер говорит: оставьте Чинар, теперь вы скажете, что это из-за Барана. Баран, тебе нравится то, что ты сделал? Когда Тарик спрашивает Джейду: с тобой все в порядке, Джейда говорит: как ты думаешь, я выгляжу нормально? Когда госпожа Хаджер кричит на Барана и говорит, что он напуганная девушка, Тарик говорит Барану: если что-нибудь случится с моим сыном, мы встретимся с тобой. Пока они ехали в больницу, Дилан сказал: пойдем, господин Кудрет сказал, что нам не надо, дочь моя, пусть они побудут с семьей. Когда Баран винит себя, Дилан и госпожа Азади говорят, что Джейда не было здесь, когда вы разговаривали из-за меня, откуда вы узнали, что это произойдет? Берфин оставляет их, чтобы я мог позаботиться о Чинаре. Видя ситуацию Акифа, госпожа Айхан злится и задается вопросом, является ли это все еще проблемой Берфина, пусть этот вопрос будет закрыт, мы больше не будем скорбеть месяцами и годами. Когда Акиф говорит: я люблю Берфина, госпожа Айхан говорит: любовь делает людей счастливыми, но было бы это так, если бы твое лицо было всего в дюйм шириной. Когда Акиф сказал: я люблю Берфина, я подожду. Ипек говорит: он придет и придет, папа, не сдавайся, мы все будем очень счастливы вместе. Дилан приходит к Барану и говорит, что это будет долгая ночь. Когда Баран спрашивает, есть ли от них какие-нибудь новости, Дилан отвечает: я говорил с Берфином, с ребенком все в порядке и Джейда в порядке, риск выкидыша у нее миновал. Сейчас точка. Когда Баран говорит, что никогда не простит себе, если что-то случится с ребенком, Дилан говорит, что это не твоя вина, ты должен был спросить об этой проблеме с Хасаном. Когда позже Баран спрашивает, злишься ли ты из-за того, что я скрыл это от тебя, Дилан отвечает: да, но моему мужу нужна любовь, а не гнев, и больше всего он принимает любовь своей жены, говоря: я всегда с тобой. Они ворочались в постели до утра, а потом встали и сели. Когда Дилан спрашивает, что ты собираешься делать? Ты отправишь их отсюда. Дилан отвечает: да, верно, мы больше не можем жить в одном особняке.
Когда Дилан говорит, что Миран очень привязан к Тарику, и это будет немного сложно, Баран говорит: «Я знаю, но безопасность моего сына гораздо важнее. Каждый день это тайна. Каждый день загадка. Наша безопасность это гораздо важнее». Когда Дилан говорит, что Джейда в плохом состоянии, Баран спрашивает, что вы думаете, пусть они вернутся из больницы, и я приму решение, исходя из ее состояния. Дилан говорит, что поддержит вас, чтобы вы не решили. Когда Дам и Хаджер возвращаются из больницы, их приветствуют Баран и Дилан. Когда Дилан спрашивает Джейду, как она себя чувствует, Джейда кричит: «Ты бесстыдно спрашиваешь меня об этом». Госпожа Хаджер говорит: «Иди спать, девочка, не оставляй ее одну, ты слышала, что сказал доктор». Затем госпожа Хаджер рассказала Дилану и Барану, что врач сказал, что необходимо соблюдать особую осторожность, чтобы лежать и не просыпаться в течение 2 месяцев. Мы все очень боялись потерять Чинара после того, как потеряли надежду, что это будет очень хорошо для Тарика. Он пришел и сказал: «Мы очень боимся, что что-то произойдет». Дилан говорит что угодно, мы поговорим об этом позже, возможно, ты им понадобишься, приходи к ним. Когда Дилан и Берон идут в сад подышать свежим воздухом и спрашивают, как они могли отправить его туда в таком виде, Берон говорит, что подумает об этом. «Мы сказали вам спасибо за то, что вы делали все это время, но это последнее, что они сделали, было непростительно, поэтому я провел время в тюрьме. Вы думали, что вы убийца, и согласились провести годы в тюрьме. Я могу простить все, что было. Сделал со мной, но я никогда не прощу того, что сделали с тобой. Кроме того, я много думаю о вопросе усыновления Мирана, я изучаю его ситуацию и отношения. Это отсутствие любви заставляет их как можно скорее идти туда, куда они хотят. Дилан, все знают твою совесть, поэтому он уходит, чтобы позаботиться о Джейде. Как только Тарик покидает дом Джейды, Дама Хаджер уговаривает его и просит составить план против Барана. Когда Тарик злится и спрашивает Джейду в таком состоянии, госпожа Хаджер говорит, что Исмет вышел из тюрьмы и теперь есть возможность избавиться от Дилана и Барана, ничего не трогая. Мы поймаем их с помощью Чинара, и Тарик говорит, что Чинар невозможен. Я не могу рисковать им. Хотя госпожа Хаджер говорит, что ей не причинят никакого вреда, Тарик Чинар решает не делать этого. В тот момент, когда они обнаружили перед собой Дилана, они испугались, услышал ли он. Дилан боится их ситуации и спрашивает, не случилось ли что-нибудь с ребенком. Когда Тарик говорит, что нет ничего хорошего, я пришел к Джейде и спросил, доступна ли она, госпожа Хаджер говорит, добро пожаловать. Пока Джейда злится на Берфина, Дилан входит в комнату, и когда Джейда говорит, «Извините, я не знаю, что делаю из-за страха перед ребенком», Берфин говорит, что это не проблема, и уходит. Когда к ней приходит Дилан, она говорит, что очень боится за своего ребенка, и просит ее поговорить с Бараном, чтобы он в этом случае не прогонял их из особняка. Когда госпожа Азади видит Хаджер, она звонит ей и желает ей скорейшего выздоровления. Затем он говорит Хаджеру, что этот несчастный случай не скрывает того, что ты сделал, очевидно, ты пришел отомстить, если ты попытаешься отомстить моим детям, ты найдешь меня, и господин Кудрет говорит, что Баран прав, в этом случае мы не можем оставаться под одной крышей. Госпожа Азади, я годами страдал из-за того, что сделал с вами, но вы показали мне, что я был прав в том, что сделал, вы не из тех, кто будет носить фамилию Коробей, соберите свои вещи и уходите, как только насколько это возможно. В этот момент Тарик крикнул, что хватит, и чтобы вы не говорили, скажите мне, что вы уже сделали, и у вас есть это право в себе. Когда я кричал, что ты не можешь взять мою мать к своей жене, как ребенка, и ругать ее, госпожа Азаден сказала, ну же, дитя, если ты попросишь моих детей объяснить то, что произошло в прошлом, ты найдешь меня. Перед тобой, уйдя с моего пути. Госпожа Хаджер сразу же говорит, ты видел меня, сын мой, они никогда не видели нас Коробеем, никогда не увидят, что будет сделано с этого момента, ясно. Когда Берон спрашивает Дилана, как поживает Джейда, Дилан говорит, что она настолько хороша, что играет на моей совести. Когда Баран говорит, что они не поумнеют, им следует уйти как можно скорее, Дилан говорит, давайте побеспокоимся о ребенке и подождем немного дольше. Баран говорит, что мы всегда действовали с добрыми намерениями, но они продолжали делать то же самое зло.
Когда Дилан говорит, что мы должны сначала делать то, что нам подходит, а затем делать то, что необходимо, Бэрон говорит, давайте посмотрим. Когда Берфин приходит к Гэжи Айхан и просит ее войти, Берфин не хочет входить. Позволив Гэжи Айхан сказать «Акифа нет», заходите, она вспоминает последний неприятный инцидент, извинилась перед Гэжой Айхан и сказала, что с этого момента вам не причинят вреда из-за меня. Госпожа Айхан говорит, ты приняла правильное решение, девочка, такие вещи не могут происходить без согласия семьи. Берфин говорит, ты была права, мне пора идти, и сталкивается с Акифом, когда она выходит из дома. Дилан и Бэрон принимают решение, и когда они собираются войти внутрь, чтобы рассказать об этом Мирану, они любят его, когда он приходит к ним. Когда Миран спрашивает, что случилось с Джейдой, Дилан отвечает, что Джейда немного заболела, но это пройдет. Миран говорит, что если она заразна, не приближайтесь к ней. Дилан говорит, что это не так, он устал, доктор посоветовал ему отдохнуть. Когда Миран говорит, что ничего не делает, Бэрон меняет тему и предлагает посмотреть фильм. Ипек делает трюк для Берфин и привлекает внимание ее отца и Гэжи Айхан. Когда Акиф сказал, что пойдем в больницу, Ипек говорит, что чай сестры Берфин полезен для моего желудка, пожалуйста, позвони ей. Когда Акиф звонит и рассказывает ему, Берфин беспокоится о нем и говорит, Акиф, чай, который ты готовишь, полезен для него, ты можешь прийти, если ты недалеко. Когда Берфин не хочет уходить, Акиф говорит, не волнуйся, я не останусь дома, позволь ему немного собраться, я пойду в особняк. Пока Баран и Дилан собираются поговорить с Гэжой Хаджер и Тариком, госпожа Хаджер говорит, я теряла внука, вы собираетесь бессовестно выгнать нас из особняка из-за вас. Баран говорит, да, ты покинешь этот особняк, но пусть рискованный процесс Джейда закончится на 2 месяца, а потом я удовлетворю все твои потребности и разместим тебя, куда захочешь, я думаю, ты понимаешь. Госпожа Хаджер говорит, смотрите, понимаете, они даже не ждут родов, это в их природе, они поставили меня у двери, пока я была беременна, давайте закончим, прежде чем они закончат нашу работу. Он говорит, я собираюсь встретиться с Исметом, пойдем со мной, давай вместе делать все, что захотим. Когда Берфин Айхан приходит к дамам, идет к Ипеку и спрашивает, что случилось, дорогая, как дела, Ипек говорит, спасибо, сестра Берфин, мне стало лучше, даже когда я увидел тебя. Вы можете поделиться своим ценным мнением в разделе комментариев. Не забудьте подписаться и включить уведомления, чтобы видеть больше видео. Увидимся в следующем видео. Береги себя. До свидания.